Здравствуйте, Скорпионы! Сегодня мы делаем с вами наш таро-прогноз на месяц декабрь. Давайте посмотрим этот интересный таро-прогноз уже на весь месяц. Каким для вас будет последний месяц этого года, какие карты у вас выпадут на декабрь, чего, собственно, следует вам ожидать от этого месяца, который вот-вот наступит. Я расклад делаю на двух колодах. У нас есть первая колода основная, вторая колода дополнительная для уточнений. И мы на двух колодах посмотрим, собственно, какие сочетания карт у вас выпадут и что интересного получится у нас в общей картине, когда мы будем рассматривать эти карты. Я надеюсь, такой формат расклада большинству из вас нравится на месяц. Возможно, попробую еще другие варианты в ближайшем будущем, если будет время. Ну, можете в любом случае писать комментарии, ваши отзывы, насколько вам такое видео нравится, подходит. Также подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Так, давайте посмотрим, скорпиончики, что же ожидает скорпионов в декабре месяце. Я смотрю, что чтобы все карты помещаются. Итак, давайте. Первая карта — принцесса чаш, десятка мечей, принц пентаклей, туз жезлов, королева жезлов, четверка жезлов, карта луна, королева пентаклей, семерка мечей и двойка пентаклей. Итак, давайте смотреть. Я только единственное сейчас проверю, поместятся ли все карты. Итак, все есть. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть принцесса чаш, десятка мечей рядом с ней. Затем следующая принц пентаклей или рыцарь пентаклей, который у вас, собственно, выпал. Да, и королева жезлов, которая здесь есть рядышком. Так, у нас есть очень много. Ну, во-первых, первое, у нас есть принцесса чаш, которая водная стихия, которая ваша стихия, которая показывает вашу карту. И она показывает, собственно, по пажу кубков, что вы здесь можете получать какие-то хорошие шансы и возможности от Вселенной, какой-то толчок происходит в вашей жизни, и у вас в целом здесь есть хороший импульс в этом месяце, который дается для нового роста, нового развития. Могут приходить хорошие новости по этой карте, то есть что-то жизнеутверждающее, что-то очень позитивное, положительное по этой карте. В целом очень хорошая карта, которая дает возможность реализации ваших каких-то исполнений желаний, потому что хорошие шансы, возможности, которые вас порадуют, которые приведут к хорошим эмоциям вашим, какому-то приливу сил, энергии, эмоциональному подъему. Собственно, вот она, принцесса кубков, принцесса чаш. И возможность, которую она дает, потому что здесь вот даже на этой карте вот эта рыбка, которая появляется из кубка, показывает, что делается предложение определенное, какая-то дается как возможность. Дальше выпадает десятка мечей, которая показала, что уходят прочь какие-то стрессовые ситуации, которые имели место в предыдущем месяце, то есть в ноябре. Какие-то неприятности, какие-то моменты, которые заставили вас попереживать по этой десятке мечей, они уходят в сторону, какие-то бедственные, неприятные моменты. Давайте посмотрим дополнение, почему здесь эти карты выпали. Принцесса кубков. Давайте посмотрим, почему она у скорпионов. Карта двойка жезлов.
Так, и на десятку мечей карта Верховная Жрица. У нас есть по Верховной Жрице боязнь каких-то, даже не просто боязнь, а какой-то стресс, переживание, которое связано с тем, что вам приходится быть очень терпеливыми, очень настойчивыми в чем-то, сохранять гармонию, возможно, в отношениях, может быть, делать какие-то вещи в тайне, и вас они заставляют попереживать по Верховной Жрице. То есть что-то вас беспокоит как секрет, как какая-то тайна, что-то скрытое, или хочется в чем-то скрытом разобраться. И по двойке жезлов тоже у вас есть интерес, возможность здесь этот интерес удовлетворить по двойке. То есть получить ответы на свои вопросы в том, что вас интересует, что вас беспокоит, возможно. Какой-то шанс, который вам дается здесь на получение этой информации. Здесь же еще принц Пентаклей идет, или рыцарь Пентаклей, который показывает ваши больше внутренние ощущения. Опять-таки, оно соизмеримо здесь с картой Верховной Жрицы, то есть очень много терпения, терпеливости, с которой вы шли даже к этому декабрю. Может быть, в течение всего года череда каких-то сложностей, каких-то трудностей, каких-то подводных камней, с которыми вы сталкивались, но вы, тем не менее, не опуская руки, шли к своей цели. Здесь очень много настойчивости, очень много терпения, очень много такой вот какое-то, знаете, упорство, да, вот этого упрямства, которое у вас есть по принцу Пентаклей. Давайте посмотрим дополнение. Карта мага. То есть вы как по волшебству, да, верите в чудо, верите, что у вас получится, верите, что происходят какие-то вещи волшебным образом, вам все удастся. И, собственно, по карте принца Пентаклей стоит прикладывать в чем-то усилия, упорство, потому что вас ждет удача. Благодаря вашей терпеливой настойчивости, вот вода камень точит, да, что у вас получится по карте маг активизировать какие-то вот вещи запланированные благодаря вашей энергетике, вашему вдохновению и готовности работать на себя, работать настойчиво и очень долго. Вот она карта, собственно, мага с принцем Пентаклей. Карта туза жезлов, она о том, что у вас предыдущий месяц был очень-очень активным, было очень много перемен, было очень много возможностей, и вы себя проявили как очень сильный человек достаточно в ноябре месяце. Что-то вас зажигало идеями, и восьмерка кубков может показать, что вы здесь могли столкнуться с тем, что вам приходилось быть решительными в том, чтобы что-то оставить и уйти, быть решительными в том, чтобы куда-то уехать, переехать, решительными в том, чтобы даже если вы разочаровались в чем-то, не опускать руки, опять-таки идти дальше и делать, то есть идти к солнцу, к свету, к чему-то позитивному, верить в лучшее, не опускать руки. Туз жезлов не дает вам, собственно, этого сделать в предыдущем месяце тоже. И карта королева жезлов, которая показывает ваш энтузиазм, вашу настойчивость и желание действовать, делая то, что может реализовать ваши, снова-таки, позитивные какие-то дать вам эмоции от реализации ваших планов, ваших действий. Королева жезлов, она такая очень деятельная. И тем не менее она женщина, то есть она говорит о чувствах, и она говорит о том, что вы хотите делать то, что вам интересно, что вам нравится, что вы любите, вас это вдохновляет. И четверка мечей здесь же показывает, что вы, несмотря на то, что прошли определенные сложности в ноябре, по четверке мечей очень много думали, прошли какой-то период самосознания, самооценки такой ситуации, возможности разобраться в ситуации, чтобы по королеве жезлов начать действовать так, как вам, как вы считаете правильным, да, как вам нужно в этой ситуации. И четверка жезлов тоже, она по сути о том, что приходит больше гармонии и мира в середине месяца. Больше процветания, возможно, здесь больше будет возможности встречаться с родными, с близкими, приходить к ним в гости, то есть какие-то такие могут быть совместные мероприятия или возможность отношения улучшить, допустим, в семье, в доме, то есть как-то гармонизировать эту ситуацию, которая происходит у вас в доме. Поэтому четверка жезлов. И карта туза пентаклей тоже как процветание, карта успеха, карта удачи, карта возможности
похвалу получить от близких за ваши достижения личные. И вы чувствуете здесь свою такую целостность, свою наполненность вместе с таким сочетанием. То есть чувствуете себя хозяином положения в доме, хозяином дома. То есть ощущение вот этого вот благополучия и независимости, в том числе и независимости, которую дают деньги, здесь тоже. Карта Луна тут у вас выпадает вместе с картой семерка мечей, говорит о том, что могут быть какие-то сомнения, страхи, боязнь неизвестности, боязнь каких-то форс-мажорных ситуаций, форс-мажорных событий, которые могут произойти здесь, они могут касаться денег. Вы можете бояться потерять деньги, хотя на самом деле все достаточно хорошо здесь будет, но есть какие-то переживания по этому поводу. Вы можете мечтать и думать о том, как заработать больше или как получить больше, но также есть и страх потерять эти самые деньги, то есть есть какая-то неуверенность и боязнь быть обманутыми. Возможно, какое-то недоверие к земному знаку зодиака, то есть девы, тельцы или козероги, с которыми вы общаетесь здесь. И карта королевы Пентаклей, которая выпадает вот здесь вот выше немножечко, она и показывает, по сути, на ваше окружение или на то, что вас максимально сильно волнует, беспокоит. Здесь с королевой Пентаклей и пажом кубков, который является тоже, собственно, принцессой кубков, да, просто в разных колодах разная вариация, показывает это соизмерение материального, то есть земного, это девы, тельцы, козероги, и водного, чувственного, то есть пажу кубков, это скорпионы, рыбы или раки. Возможно, здесь какие-то переживания о том, что вы сомневаетесь, принесет ли вам использование какого-то шанса прибыль, принесет. Сомневаетесь, стоит ли соглашаться на какое-то предложение материальное, да, скорее всего, стоит. То есть это ваша возможность, это ваш шанс, и вам нужно быть достаточно решительными, чтобы принять эту возможность, как хороший импульс, толчок, который вам дается, допустим, зарабатывание денег при проявлении определенной какой-то настойчивости, да, с вашей стороны. Но могут быть сомнения, могут быть волнения. Также здесь может, если общение есть с земным знаком зодиака, поступать какое-то как предложение, может быть, пойти на свидание или какие-то сообщения, что-то такое вот, что может приходить от такого сочетания, да, но вы можете не доверять или относиться скептически к такому человеку. Карта семерка мечей, здесь боязнь тоже быть обманутыми, боязнь столкнуться с хитростью или с чьим-то предательством. То есть недоверие, с которым вы здесь подходите. Да? И король мечей здесь о том, что вы... Король мечей, он больше про контроль, да, и вы здесь можете где-то хитрить, сами хитрить, чтобы как-то больше контролировать ситуацию или кого-то пытаться за кем-то как следить, наблюдать, чтобы контролировать больше, чтобы понимать больше, чтобы иметь больше власти, возможно, так. Поэтому семерка мечей, король мечей, семерка мечей. То есть примешивается еще воздушный знак, но в целом здесь уже очень много знаков появляется, потому что и воздух, и земля, и водная стихия, которых очень много. Огня здесь мало, хотя в целом тоже есть. Ну, давайте посмотрим еще на двойку пентаклей. Почему двойка пентаклей здесь тоже выпадает? Двойка пентаклей на итог месяца, карта Солнца. Возможность справиться с этими всеми ситуациями по Солнцу. Возможно, здесь прояснить какую-то двойственность, которая у вас есть в декабре месяце. А также возможность вместе с двойкой пентаклей справиться с тем хаосом, этими эмоциями, которые здесь будут ловко сменяться, да, у вас. И вы справляться будете, тем не менее, со всеми этими делами. И по карте Солнца радость, которая к вам приходит, процветание, которое к вам приходит, собственно, с вот этой материальной картой, с королевами пентаклей, которая к вам приходит, благодаря вот такому сочетанию. То есть достаточно хорошая карта. Если были какие-то сомнения, какие-то страхи в декабре месяце, какое-то недоверие к кому-то или какие-то переживания из-за денег, какая-то неопределенность, то здесь она проясняется, приходит больше четкости, больше понятности, ясности. И, собственно, да, по двойке пентаклей вам удается удержаться на ногах, не потерять равновесие. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на декабрь месяц мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.